Здорово, Мотогоны. Мне пришли тут две посылки от компании FitRides. Одна с рулем, а вторая с защитами. Сейчас я все покажу. Ну вот, коробочку открыли, все пришло в фирменной коробке, даже есть логотип внутри коробки наклеен. Закреплено, чтобы ничего не вывалилось, не бренчало и не царапалось в момент транспортировки. Есть две наклейки, даже комплект крепежей на стяжках. При очередном падении провернула защиту и срезала провода, фишку, которая идет на стоп-сигнал. И чудом не срезала гидролинию. Всяких было полно китайских защит с подобным вот типом крепления. А вот этот вот болт еще уцелел. На этой стороне болт согнулся, я его заменил. Я уже устал вот от этой чехарды от защиты, когда она стоит криво, и постоянно нужно здесь подкручивать вот этот болт. Он просто уже надоедает. После каждого падения она начинает болтаться. Потому что анкера не способны держать в руле болт. Гор у меня нет, но у меня есть дикий лес. И постоянно я натыкаюсь на деревья. Ну и плюс куски дерева. Это дикорастущее дерево, которое я цепанул. А вот что касается гидролинии. Уже разочек приложился. Ладно, хоть так отделался. Провода, которые идут на стоп-сигнал, больше не идут туда. Поэтому я решил сказать до свидания защите рычагов с подобным вот конструктивом. Это мне порядком надоело, ребята. Просто это меня выбесило. Именно жесткая фиксация этих гард обеспечивает тот момент, о котором я говорил. Они не будут проворачиваться вокруг руля. Рано или поздно гидролинию я бы повредил, потому что это неизбежно. Ты всегда был прав. Это действительно неизбежно. Матрица какая-то. Сейчас я в лес не проеду, конечно же, в луга тоже, там снега по пояс. Летом у меня будет полная возможность проверить на прочность. Снег растает, я и опробую, как они себя поведут, потому что меня поджидают коварные скользкие бревна. Бревна скользкие. На сайте производителя представлено два варианта – хобби и спорт. Что отличает эти два варианта друг от друга? Это разные сплавы. У хобби один сплав, у спорта другой сплав. Ну и еще вариант спорт подвергается термической закалке. Этим и обеспечивается наибольшая прочность у комплекта спорт. Но я думаю, что мне за глаза бы и хватило комплекта хобби. А теперь про руль. Здесь самое интересное начинается. Еще 2 года назад, когда я купил этот мотоцикл, я, кстати, записал видос, которому 2 года, я в нем плакался, что мне не нравится руль. Родной стоковый руль Кая. Потому что он для меня был неудобен. Потому что он сушил мне руки. Потому что я уставал от этого руля. Скажете, почему за 2 года не поменял? Конечно, Neiken Rental это можно было купить за эти 2 года. Но я ждал российского производителя. И, наконец, свершилось. Я дождался. Теперь я понял, почему мне не нравится руль. Мне неудобно. Простой эксперимент. Смотрите, что происходит. Чем больше делаем угол, тем больше сдвигается локоть к корпусу тела. Чем мы больше отодвигаем, тем локоть идет выше и дальше от тела.
Из-за того, что руль загибается вот здесь, то есть относительно прямой, он имеет изгиб сюда, внутрь как бы, внутрь мотоцикла. В этом случае правильное положение локтей не соблюдается. Попробовал, короче, уронить сюда поближе. Этот угол стал больше, то есть он больше стал заходить внутрь. Потом я снова ослабил. Я руль поднял повыше, то есть от себя его подвинул туда. Этот угол стал меньше, но руль стал выше. Если даже оба снять и положить на верстак и показать вам вот это такой, вам же нужно в сравнении на мотоцикле интереснее, правильно? Правильно. Пришлось наградить соплей и прочего, но зато я достигаю той цели, которую вы и хотели. Вот так вот он выглядит. И видите, сама труба, она длиннее. Этот руль более горизонтальный, нежели чем родной Кая, уходящий куда-то вверх, стремящийся. Мне вот этот руль был неудобен. Ребята, еще один нюанс. Вид сверху. Смотрите, разница. Угол. Вот здесь расстояние между рулями меньше, здесь больше. Он загнут в сторону райдера, сюда больше. Это же руль Fit Rides более прямой. Итак, подытожим. Руль Fit Rides гораздо шире, то есть длиннее, в отличие от стокового руля Кая. Это раз. Второе. Имеет другие углы. Он более прямой, то есть линейный, как горизонтально, так и вертикально. Этот же руль имеет более острый угол в сторону райдера. Это по горизонтали. И по вертикали также имеет угол подъема. Этот руль мне гораздо удобней. Я думаю, на 100%. Хоть я его еще не установил, но на 100% это то, что я искал. Что едешь в стойке, что сидя, руль очень удобен. Единственное, только его мне покрутить по оси вперед-назад, отрегулировать больше под себя. Но уже изначально он и так хорош. Прям вот как поставил, как воткнул его, он уже просто удобный. Слышите, потрескивает. Это снежинки падают в камеру. Казалось бы, руль какая фигня. Но нет, ребята, не скажите. Кстати, и на своем мотоцикле вы можете проверить руль. Просто положите руку на руль в кулаке и попробуйте ее повертеть. Только не надо загибать вот. И следите за локтем, как он у вас уходит. И тогда на примере своего руля, какой бы у вас ни был мотоцикл, какой бы у вас ни был руль, после этой нехитрой манипуляции вы увидите, какой нужен вам руль, а точнее с каким градусом угла, который обеспечит правильное положение рук. Это все в горизонте. А теперь вертикаль. Насколько он отходит вверх. Под углом отсюда. То есть, вот этот угол идет вверх. Как на этом руле стоковом Кая. Слишком чрезмерно он вверх шел. Вы попробуйте эксперимент. Вытяните руку перед собой. Не сгибая ее нигде. И подержите 15-20 секунд. Посчитайте. А потом поверните ладонью наружу. Подержите так, и вы поймете, как начнете уставать. Конечно, я понимаю, что нет такого загиба по 90 градусов на руле, чтобы вот так он загибался. И это все ясно. Но каждый градус, чтобы вы осознали и прочувствовали, каждый градус загиба крадет ваши силы на покатушках. Потому что забиваются и устают руки. И руль Fit Rides – это аналог КТМовского руля с правильной эргономикой. Все элементарно. Так увлекся, проверкой зацепа, что разгоняюсь, малой убежал, в сторону отпрыгнул. На очищенных участках от снега и на нечищенных участках L400 от Петрошина на давление 0,3 вообще просто идеально. Не кидает, не бросает. Курсовая устойчивость стабильная. Я в восторге. Показывает превосходный зацеп, ребята. Превосходно цепляется. Причем она не нарезанная. Около 1000. Я поставил новый руль, новые гарды.
И вот снимаю, как насколько удобно с этим ездить. Только единственное, китайская передняя покрышка постоянно подводит, кидает ее в сторону. Мне даже мороз не помеха, я кайфую, потому что мне очень удобно стало справляться с мопедом из-за того, что у меня появился удобный руль наконец-то. Поэтому кайфую от нового руля, кайфую от Петрухи. Надеюсь, я помог тем, кто стоит перед выбором. А те, кто стоит перед выбором, какой руль и какие защиты брать, решайте сами. Если стоит вопрос о выборе зарубежного или российского бренда, хотя российские бренды, например, те или иные, которые производят аналоги какие-то, я всегда останавливаюсь на российском бренде, потому что я стою на стороне российского бренда. Вот. Это мое личное мнение, личная позиция. Ну вот и будем прощаться. Всем пока.